Народ, всем привет! Вот сегодня захотелось приготовить пиццу. Пиццу сделаем с вами вкусную, с соусом. Соус тоже сами приготовим, с сыром и с вялеными помидорами. Эти помидоры я закрывал сам, вялил сам. Рецепта на канале, конечно, нету, но, скажем, это такой тестовый вариант. Попробовать. Ну, кстати, получилось очень вкусно. Я думаю, в следующем году обязательно выйдет такое видео. Ну что, погнали! Беру стакан теплой воды, 250 мл, не холодной, обязательно теплой, не больше 35 градусов. В нее всыпаю половину столовой ложки сахара, 1 пакетик быстродействующих дрожжей 7 грамм. Все хорошенько перемешиваю, накрываю полотенцем и оставляю на 15 минут в теплом месте. Прошло 15 минут, смотрим, что получилось. Видите, сверху образовалась шапка. Значит, дрожжи завелись хорошо, и все у нас получится. Если такого нету, можете выливать и использовать другие дрожжи. Сюда я вливаю 2 столовые ложки оливкового масла. Все еще раз хорошенько перемешиваю. И сейчас будем заниматься тестом. Просеиваю в миску 500 грамм муки по мерному стакану. К муке добавляю половину столовой ложки морской соли. Вливаю опару и буду замешивать тесто. Ну вот, смотрите, я хорошо перемешал тесто. Теперь я отправляю его обратно в миску, присыпанную мукой или смазанную растительным маслом. Накрываю полиэтиленовым пакетом, чтобы тесто не высыхало, сверху полотенцем, и оставляю в теплом месте час-полтора. Пока тесто стоит на расстойке, приготовлю обалденный соус для пиццы на основе томатной пасты. Мелко режу 1 головку луковицы. И 3 зубчика чеснока. Но здесь все зависит от вашего вкуса. Можете взять как меньше или больше. И на оливковом масле обжариваю сначала лук до мягкости, потом к нему добавляю чеснок. Все это вместе обжариваю до легкого золотистого состояния. Ну вот, лук с чесноком обжарился. Такой стал золотистого цвета. Дальше я сюда добавляю 100 грамм томатной пасты. Немного все вместе обжарю сейчас. Вливаю горячей воды из чайника и довожу до состояния соуса. Сюда добавляем немного соли, 1 столовую ложку сахара, 2 чайные ложки базилика и 1 чайную ложку орегано и 1 небольшой лавровый листик. Все хорошенько перемешиваю. Вот он. Вот я сейчас чувствую тот самый запах этого соуса. Я готовлю его уже неоднократно, мне очень нравится, поэтому всем советую. А этого количества вполне хватит на 2 пиццы. Накрываю крышкой и оставляю потушиться примерно 10 минут на маленьком огне. Ну, народ, прошло где-то часика-полтора, тесто поднялось. Сейчас все увидите. А я хочу рассказать немного, как я буду выпекать пиццу. Я буду выпекать вот на таком камне для пиццы. Ну, то, что у него уже такой непрезентабельный вид, на это не смотрите. Это уже после многих лет его использования. Обычно я его использую для гриля. Ну, и в духовке также пробовал. Значит, как правильно на нем выпекать? Сейчас я включаю духовку 200 градусов. Пока она холодная, отправляю туда камень. В общем, он нагревается вместе с духовкой. Я пока займусь тестом, начинкой. И потом уже на горячий камень буду отправлять пиццу. Ну вот, смотрите. Ой, как шикарно поднялось тесто. Просто пушка. Ну, то, что прилипло к пакету, ничего страшного. Сейчас аккуратненько отделю.
Сейчас мне нужно будет разделить тесто на две равные части. Немного нужно еще помять. На глаз делаю примерно, я думаю, где-то так. Этот кусочек отправлю обратно в миску, а из этого кусочка буду формировать пиццу. Я обычно делаю это руками, растягиваю пиццу. Вы, в принципе, можете сделать как вам удобно. Допустим, воспользоваться скалкой. Камень у меня где-то примерно 30 сантиметров в диаметре, поэтому, соответственно, и пиццу нужно делать по диаметру камня, тоже 30 сантиметров. Раскатываю бумагу для выпечки. Вот прям на ней я потом и буду перекладывать пиццу. Укладываю на бумагу. Сейчас придам форму, как она будет выглядеть. Ну, почти идеально. Центр пиццы накалю вилкой, ну, чтобы не поднимался во время приготовления в духовке. Дальше пиццу я покрываю соусом с томатной пасты. Вот этот вот обалденный запах, вы даже не представляете себе. Такой соус можно даже и с макарохами заточить. Дальше сюда я тру сыр. Для пиццы я использую два вида сыра. Это у меня был обычный такой твердый, и еще положу сюда шарики моцареллы. Ну и главные герои, в связи с чем-то я, в принципе, и затеял всю эту съемку. Вяленые томаты собственного производства. Смотрите, камень уже разогрелся. Немножко вот так вот приоткрою, чтобы не выскочил. Уже горячий. И вот таким вот образом с помощью бумаги я отправляю в него пиццу. Видите, как удобно. Задвигаем и выпекаем. Еще раз повторюсь, 200 градусов на камне. Если нет, то используем противень. По времени от 10 до 15 минут. Может быть, даже еще меньше времени уйдет. Все зависит, естественно, от вашего духового шкафа. Вот так вот. Аккуратненько. Сейчас сниму с бумаги. Камень оставляем в духовке. Пусть там остывает. Смотрите, друзья, какая классная пицца получилась. Смотрите, какие мягкие бортики. Такие бортики точно не останутся после поедания пиццы. Ну что, давайте затестим. Всем приятного аппетита. Получилась классная, очень вкусная пицца. Смотрите канал «Двойная порция». Обязательно не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а дальше у меня будет еще больше и больше вкусных и классных рецептов. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока.